Всем доброй ночи, друзья мои. Сегодня, точнее, этой ночью я хочу продолжить тему «Вопросы ведьме». И напоминаю, что я эти вопросы собираю. Скажем так, желание, как на современном языке называют их, хейтеров, как-то опорочить, очернить меня, я превращаю эти их желания в вопросы, насколько возможно. То есть вытаскиваю из этой грязи что-то наподобие вопросов и отвечаю и им, и всем. Ну и я вам хочу сказать, что эта тема «Вопросы ведьме», кстати, рекомендую посмотреть по возможности все эти серии роликов, потому что вы узнаете очень много нужного, полезного, и, может быть, те вопросы, которые у вас в голове возникали, они получат ответ. Так вот, и от них есть некая польза, поскольку благодаря их желанию как-то меня очернить, все же я проясняю, отвечаю на определенные вопросы, которые могут очень многое, скажем, очень во многом помочь людям понять, осознать, что такое магия и так далее. Вы знаете, я хочу им сказать, что уважение нужно заслуживать. Уважение не требуют. Когда эти люди разных мастей снимают видеоролики, оскорбляя моих зрителей или тех, кто благодарит меня за то, что, мол, вы такие-сякие, не понимаете, вот где настоящая сила. Это мы, приходите к нам, а вы к ней идете, ей отправляете подарки. Вы знаете, людям, которые взяли мои работы, и они им помогли, им настолько наплевать на вас, на ваше мнение, насколько вы там, как вы ко мне относитесь и так далее. Им абсолютно начихать. Они почувствовали результат от моих работ. И, кстати, можете отправлять дальше эти видеоролики. Я просто постепенно загружаю, чтобы не было слишком много. То есть от зрителей, как я и говорила, можете в любое время отправлять. Это неограниченное время. Вот все эти разговоры, все эти благодарности, все эти видео, там голосовые и прочие, которые люди отправляют, это и есть истина. Я могла бы, конечно, сделать по-другому. Например, зарабатывать для себя и больше, чем обычно, потому что мой доход – это всего лишь средний, среднестатистический, обыкновенный доход. Я просто средний живу в достатке, не более того. Я бы не назвала себя богатым человеком, но в любом случае мне хватает, мне достаточно, я не алчная. Но я могла бы, например, жить более богато, но для этого мне нужно было бы зарабатывать для себя и меньше уделять внимание каналу, меньше помогать, меньше ставить защиты, меньше откликаться на просьбу, когда человек при смерти приходит за помощью и так далее. Но при этом я могла бы просто это время уделять консультациям, чисткам и прочее, и зарабатывать больше. Но тот заработок, который придет, он только мой. Я это знаю. Это мне приносит пользу. Но людям от этого ничего не перепадает. Понимаете, в чем дело? Я считаю, что если человеку дают талант, дарование, понимаете, слово, не очень звучит дар, потому что оно не даром, оно на самом деле расплата очень большая за любой дар. Но, предположим, вот даровано тебе дано, ты для этого ничего не сделал, но тебе дали. Например, дали голос, ты можешь петь.
Если ты с помощью своего голоса становишься совсем мирно известным певцом, тенором, неважно, там, оперным певцом или кем там, эстрадным и так далее, ты заработал себе имущество благодаря своему голосу. Ну, артистизму, таланту, понятно. Значит, какие-нибудь концерты благотворительно проведи, да? Где-нибудь поезжай, помогай людям, скажем, в трудной ситуации или как там вдохновляли наших воинов во время войны, ездили, пели, танцевали эти ансамбли, поднимали дух воинский. Вот для тебя твоя львиная доля, это твой заработок, слава, уважение. И немного людям сделай тоже. И поэтому вот любое дарование, вот все, что человеку дается, любой талант, а все талант, даже ногти красиво делаешь лучше других, это тоже тебе дано, понимаете? Хирург ты, вот делаешь операции, например, богатым людям, пересадки органов и прочее. Ты умеешь, можешь, к тебе обращаются, спасаешь жизни. Но где-нибудь открой благотворительную помощь людям, у которых нет возможности, но которым тоже хочется жить. Я вот так считаю, что часть своей работы, своего дарования отдай вечности. А вечность – это то, что ты делаешь от своего сердца и от желания помочь. И не берешь взамен ничего. Или не назначаешь, если человек хочет благодарить, это его право. Но ты не говоришь, что ты вот столько за мою работу. И вот то же самое здесь. Но я хочу вам сказать, что, наверное, 20% это мое, а 80% это в вечность. Я понимаю, что мои работы, они не только сейчас нужны, они нужны после меня, будут. Мне иногда пишут, вот, ну не только же у вас там заговоры, нет, не только у меня, после того, как я начала выпускать книги, очень многие начали выпускать. Но, если честно, вот эта халтура, которую они называют книгами или работами, я бы постеснялась такую хрень продавать людям. Эти вот, знаете, детские считалки. Вот проехал говновоз, денег будет целый воз. И так далее, и так далее. Это вот настолько позорно, я считаю, это настолько не уважать себя, чтобы такое продавать людям. Мне сегодня человек написала, поблагодарила, что с помощью моего заговора она может раздать кошек, собак, которых спасает. И я говорю, вы знаете, мне, конечно, приятно, что люди ценят мой труд и благодарят, но кто-то же должен помочь обычным людям. Не продавать им, не втирать им всякую продукцию, не обещать им, знаете, успешный успех, значит, не открывать какие-то школы обучения, чему-то там обучать с интернета, взятую информацию им продавать, не какие-то марафоны им продавать и прочее, прочее. А реально помочь, просто вот взять и дать инструкцию для выживания. Взять и объяснить, как это все происходит. Взять и помочь, взять и дать работы, которые будут работать. И поэтому вот когда мне говорят, что заговор же не только у вас. Знаете, в чем отличие между моими заговорами и их так называемыми? Мои работы реально работают. А там просто напечатали, чтобы продать и деньги заработать. Вот и все. Вся разница. Есть более древние заговоры, конечно, но они составлены так, что они сработают не у всех, во-первых. Во-вторых, многие издают их без должного уважения к этим работам, без ключей, без объяснения, что и как где. Вот если там что-то там, какая-то неудача, вот заговор.
А что делать с этим? Просто взять, читать, сидеть, вот взять. Ну вот неудача у человека, заговор читай. Есть заговор, заговоры, они помогают вот сейчас, вот сиюминутно. Это как таблетку выпить, когда голова болит. А ритуал это как лечение болезни. То есть надолго это хватает, и к этому надо подготовиться по-разному. Обряд это совокупность нескольких ритуалов, заговоров, это обряд целый. И объяснение, для чего тебе это нужно. С чего начать, как сделать, что это тебе даст, понимаете? Вот так. То есть убеди меня в том, что мне это надо, и я пойду сделаю, и это мне поможет. Потому что когда человек в отчаянии, вот просто сказать, знаешь, вот бери, читай, все будет хорошо. Этого недостаточно, надо поговорить с человеком, объяснить, чтобы он понял, да, этот человек понимает мою проблему. У нее была такая же проблема. Она не просто говорит, вот бери, и вот у тебя все пройдет. Нет, она сознанием дела говорит, она, видать, тоже прошла это, знает, понимает, что говорит. Вот тогда человек берет и проводит. Потому что ты убедила этого человека в том, что это ему нужно. Вот о чем я говорю. Так вот. Пару еще таких моментов, замечаний, и перейдем к тематике. Во-первых, вот наша любимая дерьмогруппа, которая думает, что все одни ишаки вокруг, они одни умные. Понимаете как? Я иногда могу не увидеть из 1000 комментариев какой-то определенный комментарий. А эти люди, оказывается, могут увидеть комментарии, написанные под моими роликами, которых огромное количество, тут же, в ту же секунду, которая написана, отскринили, и там написано, там комментарий был написан, скажем, минуту назад. Скринят. Вот посмотрите, недовольные люди что-то там пишут. Вы кого держите за идиотов? То есть за минуту, как человек написал, ты тут же увидела этот комментарий под множеством роликов. Отскринила, чтобы показать людям. Они сами это пишут. И всегда так делали. Сами писали, сами создавали какую-то переписку идиотскую. Сами писали комментарии, скринили. И как можно пострашнее там. Просто они забывают, что некоторые их левые профили нам знакомы. Да даже если бы они не были знакомы, мы же знаем почерк этих людей. Мы понимаем, кто это делает и зачем, с какой целью. Если вам кажется, что вы можете такую фигню писать, и люди из-за этого должны от меня отвернуться, вы просто очень глупые люди. У вас бессильная злоба, потому что вы столько лет против меня ничего не смогли сделать. Вы ничего не сделали для этой страны. Ни рубля не вложили для помощи этим ребятам. Никогда. Но облаиваете, как бешеные собаки, все, что делаю я. Вы ничего не сделали. Абсолютно. Вы не платите налоги, вы маргиналы. Вы не работаете нигде. Вы этой стране не принесли пользу ни на секунду, ни на копейку. Однако требуете больше всех и очень жаждете крови тех, кто для этой страны полезен. Вы бесполезные существа, как были, так и будете. Вас никто не знает и знать не будет. Если я не скажу о вас даже помнить никто не будет, что вы существуете на этой земле. И если вам кажется, что этой фигней вы реально кого-то в чем-то убедите, вы очень несчастные, наивные существа. Дальше. Я часто слышу от подобных личностей, что ведьма не должна вмешиваться в дела государства. Так никто не вмешивается в дела государства. Как можно вмешиваться? Каким образом? Мы же не сидим в парламенте, чтобы вмешиваться. Что она не должна вообще говорить о войне. Она должна быть нейтральна от всех политических событий, всего и так далее. Кто вам такое сказал?
Как говорил Маяковский, поэтом можешь ты не быть, а гражданином быть обязан. Вот я немножко по-другому скажу. Человеком силы ты можешь не быть, но гражданином быть обязан. Что значит, я должна быть нейтральна? Нейтральны бывают свиньи, которым принесли, насыпали в корыто, они сожрали и пошли дальше. Нейтральные они, понимаете? Пожрали и пошли. Им больше ничего. То же самое. То есть мы должны быть как свиньи, пользоваться только благами этой страны. А в какой-то момент я нейтральная. Голову в песок, это политика Страуса. Ничего не знаю. Я должна быть нейтральной. Это так удобно. Ни за что не отвечать, быть никем. Просто жрать, как свинья. И отходить в сторону от корыта. Нет, господа, я нейтрально быть не могу. Я живу в этой стране. Будущее моих детей здесь. Мое будущее здесь. Мое прошлое здесь было. Это мой дом. Как я могу быть нейтральна? Если вокруг моего дома разгорается пожар, я как могу нейтрально сидеть дома, смотреть в окно и говорить, а это меня не касается. Это не мои проблемы. Естественно, не могу быть нейтральной, не имею на это права. Значит, я должна внести свою лепту. Военные воюют. Генерал командует армией. Значит, кто-то плетет сети. Кто-то готовит есть, везет ребятам. Что еще? Каждый на своем месте должен помочь общему делу. А я вношу свою лепту. Я организую помощь ребятам. Я все время держу канал в живом состоянии. Все время напоминаю о том, что это наше общее дело, что там наши дети, что за их спиной мы. Они ждут, надеются и на нашу помощь, и на нашу любовь, и на угощение, которое мы отправляем. Они не смогут перейти дорогу и пойти в магазин купить сладости, которые очень нужны им там. Там здоровые молодые мужчины, им хочется есть, им хочется нормально питаться, им хочется спать на чем-нибудь. Мы должны отправлять одеяло, мы должны отправлять носки, трусы. Вы тоже трусы носите, понимаете? Воду в этих баклажках и так далее. То есть мы делаем общее дело. Они отдают за нас свое здоровье и жизнь, а мы должны, по крайней мере, делать все, что мы можем, и помочь им, чем сможем. Потому что это наш общий дом, не только их обязанность там стоять и защищать, понимаете? Я просила вас сейчас меня не трогать, пока идет война, не трогать меня, дать мне спокойно помочь нашим ребятам, потом делать, что хотите, плевать я на вас хотела. Но вы подлые существа, чего я только не услышала. Они завидуют даже тому, что я столько вкладываю, не только я, день и ночь. Мы в эти годы забыли о себе, мы не издали столько книг, сколько были намерены, потому что мы это время отдаем фронту и ребятам. Яна там день и ночь не спит. Она спит несколько часов. Потом погрузка, потом опять. Понимаете? И своим примером мы заразили всех. Люди везут туда, отдают, делают эти свечи. Но это зимой больше нужно, окопные. Плетут эти сети, которые все время там нужны. Организовать и стать примером для людей – это непросто. Но эти вот существа, которые палец о палец не ударили, палец о палец, спроси у них, а кто просил? Кто на нас нападал? А почему мы должны что-то делать? Пусть государство делает. А почему я? Вот эти вот существа, у которых у всех на статусах все эти наши, ну, те, которые, собственно, убежали и облаивают нас, все их ролики с восхищением смотрят, вот эти вот существа сидят и лают на меня, что я должна быть нейтральна. То есть вы хотите опустить меня на свой ничтожный уровень. Это невозможно. Мы с вами очень разные люди, разные галактики. Я человек.
А вы кто? Спросите себя. И чего я только не услышала, и что они только не делали, какие только доносы не катали, чего только... Для чего? Чтобы остановить эту помощь. Это разве люди? Это вредители. В сталинское время таких к стенке ставили и правильно делали. Я вам серьезно говорю, потому что люди, которые... Мне человек может не нравиться, но если этот человек что-то делает для моей страны, я этого человека за это хотя бы уважаю, понимаете? Но когда видят, какая огромная работа идет и тебе мешают, эти люди вредители. Они не просто нейтрально стоят, как они любят говорить, они вредят тебе. Ну, хотят, по крайней мере. Вредить-то им сил не хватит. И вот от этого бессилия начинает, значит, писать гадости, грязь, эти фальшивые комментарии, скрынят. Вот, она должна быть нейтральна, ведьма не должна быть. Да вас забыли спросить, какая должна быть ведьма. Не ваше собачье дело, какая я должна быть. Я сама решу. Я человек. Ни о какой нейтральности речи быть не может. У меня у самой семья не раз пострадала из-за этого, потому что он возил туда, постоянно ехал, и вот этими отравляющими веществами у него с кровью начались проблемы. Все у нас, его братья, каждый раз, они едут по таким местам, которые другие отказываются ехать. Понимаете? Я горжусь этими людьми. Да, мне приятно, что ничего не останавливает. Хотя бы так, это их долг. Нейтральность не может быть. Когда у меня спрашивают, скажите, а вы ставите вот защиту с той стороны, вот если попросят? Конечно, нет. Если я буду ставить защиту им, значит, они будут долго жить и убивать наших ребят? Как вы думаете, я пойду на такой шаг? Нет. И мне все равно. Я понимаю, что там тоже молодые жизни. Я понимаю, что не все хотят туда идти. Многих туда гонят. Но мне это не интересно. Меня это не волнует. Сдавайтесь в плен. Не хотите? Кто у вас? Вон сколько возможностей. Вам же это сказано. Но извините меня. Ставить защиту им для того, чтобы они дольше жили, были неуязвимы, это что, самой себе в ногу стрелять? Нет. У меня защита в открытом доступе. Пусть берут, там их матери начитывают. Если поможет, то пусть помогает. Но я не думаю, что им поможет. Знаете почему? Потому что помогает тем, кто справедливо просит о защите в такой момент, а не тем, кто пошел убивать. Вот и все. Поэтому я уверена, что с той стороны это помогать не будет. Может помочь только, если убегают, если скрываются, если переезжают в другую страну, чтобы не участвовать. В этом деле может помочь. По крайней мере, они не собираются навредить. Понимаете? Вот и все. И я должна быть нейтральна? Нет. Далее. Значит, уже забыла, что... Такой вопрос прозвучал. Неужели у нее никогда не было промаха, что за столько лет не было ни одной ошибки, и там все получалось? А кто такой сказал? Даже у великих врачей не получалось всех спасать. Понимаете? Даже величайшие хирурги не всех могли спасти. Если, просто не суждено, если суждено человеку уйти, можешь стараться сколько хочешь, не получится и все. Дело в том, что насколько мало таких промахов было. Чем старше я становлюсь, тем меньше вероятности этих промахов. Понимаете, в чем дело? За мою жизнь, 25 лет, я могу сказать, что не в том смысле, что когда вот приходят спасти от смерти, я вижу, я говорю, этот человек все равно уйдет. Невозможно. Бесполезно это трогать его. Если он болеет или что-то еще, я говорю, он уйдет все равно, не спасу. Это другой вопрос. Я честно сказала, и все. Но когда пытаюсь помочь,
Вот пыталась помочь. У меня 3 раза было такое, когда все равно ушел человек. А сотни тысяч раз получалось, понимаете, сопоставить. Люди, которые ничего не делали, они не понимают, что такое, то есть, неудача в чем-то. Без неудачи удачи не бывает. Такого не может быть. Все миллиардеры мира несколько раз разорялись и по новой поднимались. Не может такого быть, чтобы в моей работе никогда не было неудачи. Бывали. В начале пути бывали, потом уже практически нет. Но изредка. Вот если вот суждено человеку уйти, ничего не сделаешь. Но дело в том, что в процентном соотношении оно настолько ничтожное и мало. Я понимаю, что это человеческая жизнь, но это капля в океане, понимаете? Одно дело, когда берут деньги и ничего не делают, другое дело, когда ты бесплатно ставишь защиту людям, и они возвращаются живыми. Это вообще разные вещи, правда? Теперь, например, если ведьмин купол поставлен, но человек даже не понимает. Я с содроганием несколько раз видела, когда их сыновья возвращались, второй раз, когда нужно было ставить, второй раз. Потому что когда возвращаются в отпуск, да, приезжают, нужно еще раз ставить. Каждый раз, когда идут туда. И когда эта женщина меня поздравляет с церковными праздниками, мне становится плохо. Не из-за этого, а просто я говорю, вы хотя бы услышали меня, что такое ведьмин купол. Я же объясняю, не сталкивайте силы. Или приходите сюда, или идите в церковь, или идите к другому там шаману. Не сталкивайте силы, не создавайте конфликт сил. Вы приходите, когда вы идете еще куда-нибудь просить о нем. Понимаете, купол, это вот закрываю я от сил смерти. Они его не видят. Я уже объясняла, как это происходит, не хочу еще раз. Не потому, что они глупые или не всемогущие, нет. Есть вселенские законы, которые, если ты по этим законам согласно что-то делаешь, у тебя получается, ты закрываешь обзор сил смерти от этого человека. Он под куполом, он закрытый. А когда мать идет, ставит где-то свечку, что-то говорит, он открывает то есть она открывает купол. Почему? Разрушается эта защита. Понимаете, его видят уже. О нем же сказали где-то. Вот я взяла, начитала, закрыла под купол человека. А женщина идет, какой-то другой, там, не знаю, ведьма, колдунья, кто там, я не знаю. Вот можно у вас амулет заказать. Все. Она о нем произнесла, сказала, то есть раскрыла уже о нем. Он есть. Так-то он, знаете, как купол, это как он уже, его нету, все, его не существует, некого забрать. А когда ты идешь, говоришь, вот я хотела бы вот купить амулет какой-то своему сыну, он воюет. Все, ты раскрыла, он существует уже. И этот купол, ты сталкиваешь эти силы, купол не сработает. Есть защиты, которые я подарила. Берите, пожалуйста, начитывайте. Они точно так же спасают жизни. Но если приходишь и делаешь купол, пожалуйста, умоляю, послушайте внимательно полностью. И они соглашаются со мной. Я говорю, вот так, вот такие условия вы должны соблюдать. Пока он воюет, ничего не делать. Потом хоть ночуйте в этих церквах или к этим шаманам ходите день и ночь. Но до этого, пожалуйста, вы попросили купол, не нарушайте то, что я вам сказал. И она мне это отправляет, у меня волосы дыбом. Я говорю, каким-то чудом он все-таки пришел живой. Но сейчас я не буду ставить ведьмин купол. Пожалуйста, только читайте защиту. Почему? Я говорю, да потому что вы даже не слышали меня вообще, не услышали. То есть вы будете нарушать эти правила, отвечать мне, а переживать мне. Даже если это даром отдано и сделано, все равно я несу некую ответственность. Мне же плохо потом может быть, если с ним что-то случится. Понимаете, что такое? То есть я беру на себя такую тяжесть, это жизнь человека, такую ответственность, спасаю эту жизнь, а человек, который должен соблюдать то, что я попросила, чихать хотела. А потом, конечно, завтра уже скажут по-другому. И я у таких людей в следующий раз, когда они еще раз просят, я не ставлю купол.
Пусть они говорят, что хотят, мне все равно. Я им ничем не обязана. В отличие от многих, я не использую тему войны, чтобы там продавать какие-то защиты и так далее, понимаете? Вы прекрасно знаете, что это все абсолютно даром. И находить ребят, и все такое, это все даром совершенно. Всегда было и будет. Но сейчас я начала уже задумываться, что люди настолько эгоистичны, они даже не понимают, как меня подставляют под удар. И как они себя безобразно ведут. То есть приходят, ты объясняешь, да, я согласна, конечно, все понимаю. Оказывается, не то, что ничего не поняла, чихать она хотела на эти все условия. Понимаете? И хорошо, что ничего не случилось, но второй раз я не рискну. Потому что если случится с такой-то женщиной, что мне... Вы не представляете, они пишут, вот у меня муж там, мне говорят, что у него там баба появилась, вы можете посмотреть. Одна женщина смотрела, я говорю, вы чем занимаетесь? Вы же прогадаете его, на мужчину смотреть вообще нельзя. Гадать вообще нельзя. Женщины, которые всю жизнь ходят, гадают на мужиков, они всю жизнь одиноки. Потому что как только кто-то появляется, тут же бегут. Ой, да посмотрите, любит ли меня, останется ли со мной, будет ли, женится ли. И он убежал. На мужчин нельзя гадать. Вы знаете это, прогадаешь это слово. И на свою судьбу постоянно ходить, смотреть не стоит. Если есть проблема, можно пойти узнать, что происходит. А вот все время ходить, а что будет, а что-нибудь, прогадайте свою судьбу. Вы лезете в это намерение мироздания, понимаете? Лезете туда постоянно. Вы как будто просите оттуда проблему на свою голову. Так вот, я говорю, девушка, вы вообще в своем уме? Он просто стоит напротив пуль. Ты говоришь о женщинах, каких-то бабах, которые там есть. А вот он поменял ко мне отношения. А как он должен? Он кусками видит своих друзей, кусками собирают эти ребята в пакет, отправляют домой. Вы понимаете, их психика как нарушена. И что он должен делать? Цветы дарить и в галстуке ходить? Подождите чуть-чуть, дайте ему адаптироваться, вернуться к жизни. Они стареют, у них взгляд уже другой. Человек, который увидел смерть, он уже другой совсем человек вернулся. Вернулся не твой муж, совсем иной. Начни с ним жить по новой, пойми его. Ты ходишь по гадалкам. Я говорю, женщина, вы доведете до того, что он погибнет там. Почему? Я говорю, да потому что все время смотришь на него, ты его прогадаешь. Не трогайте, пожалуйста, этих ребят. Дайте они вернуться живыми, потом ходи по бабкам. Неужели ты настолько тупа? Отвратительные вещи. Вы даже не представляете, как они сидят мне. А вот скажите, а вот пропал он без вести, а он живой или нет? Я смотрю, я говорю, пока что да. Но бывает, знаете, выходят из окружения. Пока да, давайте я кое-что начитаю, чтобы он смог выйти оттуда. И она мне, а может, все-таки погиб? Прям как будто, вот, знаете, сильно хочет. Как, в смысле? Я говорю, вы можете защиту начитать? Не знаю, что там за защита. Но я вижу ее абсолютно нежелание это делать. Деньгами запахло, знаете. Отвратительно, страшно это. Но это реально... Есть и такие. Они прямо меня пытают. А вдруг он погиб? А посмотрите, а может погиб? Я говорю, а что, тебе не втерпешь? А что вы так говорите? Потому что вместо того, чтобы ухватиться за эту надежду, ты говоришь, нет, я все-таки чувствую, что погиб. Я говорю, а я чувствую, что живой. И действительно живой оказался. И парни мне пишут, эти ребята, когда приезжают, что вот как мне быть, я приехала, у меня жена там, он написал все на нее, значит, за ранение она получила все, и с любовником сбежала, понимаете, эти деньги взяли. Как вообще это возможно представить? Неужели вы думаете, бабоньки, что вы такие шустрые умеете жить? Вам же боком выйдет это все. В какой-то момент вам врач просто даст вот в руки эпикриз, а там написано большими буквами «Онкология 4-я стадия». И кушай ты эти деньги теперь. Что творится? У меня просто волосы дыбом, честно. Мне так это все так отвратительно смотреть. И они приходят с этим всем к тебе.
Понимаете? И вот все это через тебя фильтруется. Но все равно ты не теряешь надежду в разум людей, все равно дальше, потому что ты понимаешь, что есть и такие существа, а есть люди, нормальные люди, чьих детей нужно спасать, помогать им живыми вернуться. И ты это делаешь, понимаете? Но последнее время я начала просто вот второй раз, третий раз отказывать некоторым женщинам. Почему? Потому что я вижу, что абсолютно вообще не соображают эти люди. Не понимают они ничего. Они машут головой, кивают. Да, да, я обязательно все сделаю, как вы сказали. Но совсем не делают. И они не будут завтра говорить, вы знаете, мы сами виноваты. Мы не соблюдали то, что нам сказали. Нет, зачем? Так вот, на вопрос, бывают ли промахи? Промахи бывают у всех. Кто что-то делает, у него в жизни бывают и ошибки, и провалы, и неудачи. Через это все человек становится мастером и поднимается. Главное, чтобы это было не так уж вредно, то есть не навредило прям жизни и прочее человеку. Но и дальше, как бы сказать, уже настолько это мало, и настолько вообще, редко бывает такое, и настолько оно незначительно, что, извините меня, как там один сказал, хирург, за спиной каждого великого хирурга маленькое кладбище. То есть это люди, которых он не смог спасти. Не дали ему, и все. Время пришло. Что ты хочешь, то и делай. Хоть ты божество не спасешь. Потому что так должно быть. Должен уйти этот человек. И все тут. Понимаете? Поэтому гавкать и облаивать могут те, кто никогда ничего не делал. Им это непонятно, друзья мои. Они не понимают, что такое работа, что такое идти, знаете, через эти тернии идти, методом пробы и ошибок, ошибаться, подниматься, падать, снова подниматься. Им это неведомо, поэтому они так легко рассуждают о чужих делах, чужих работах. Конечно, потому что об их делах рассуждать нечего. У них нет ни дел, ни имени, ничего. Они никто. Далее. Вопрос недавно выставляла насчет джиннов. Влюбленный джин. О том, как удалось обмануть их. И спросили, а ведь это они же духи, они же все время могут быть рядом. Как их можно обмануть? Вы не правы. Я поэтому и говорю всегда, что, пожалуйста, изучите сначала эти темы, которые я выставила, потом уже вопросы задавайте, потому что там уже все сказано, вопросов не возникнет. Это так условно иногда говорят, духи, духовные создания. Джинны – это раса. Вот как люди есть. Есть джинны, они немножко более могущественные, не немножко, а могущественные, они живут тысячелетиями, в отличие от нас. Но они тоже уходят, они тоже умирают. Они не вездесущие. Есть определенные законы, которые они не смогут переступить. Джинны созданы были из огня изначально. Это определенная раса существ. У них есть точно так же национальности разные, как у нас у всех. Есть религии свои разные. Есть верующие в ислам джинны, есть христиане джинны. Да. Есть старики, есть молодые, есть государства, есть главные, верховные, есть военачальники, есть девушки, есть мужчины, есть дети. Они раса существ. Но у них есть возможность быть невидимым. Не потому, что они исчезают, нет. Они могут навести морок, то есть морок на человека. Вот находиться рядом с тобой, ты его не увидишь. Но они есть. Поэтому есть определенные законы. Вот в исламе там половина Корана посвящена именно борьбе с джиннами. В отличие от христианства, они не говорят, фу, ничего они не могут, ерунда это все, не надо бояться, там боженька поможет. Нет, они прекрасно понимают, что легкомысленно к этому относиться не надо, что эти существа могущественные, сильные, они существуют, они есть. Они ушли жить подальше, когда был создан человек. Отказались жить рядом с людьми. Они должны были быть вот как старшие братья человека. Вот вы созданы, а потом создали человека. Вас создали из огня, а человека из земли, из праха. И они не захотели. Поэтому они ушли жить в иные места, где недоступно человеку. Вот поэтому они не любят, когда человек в лесные дебри ходит и так далее.
там, где происходит война, например, на Кавказе, говорят, что потревожили джиннов. И начинается очень много безумия. Очень много больных людей рождаются. Очень много вот этих вот нападений ночных и так далее. В таких местах, когда, знаете, растревожили вот эту энергию Земли и энергию джиннов. Так вот, джинны, они могут навести морок и быть невидимы. Но у них есть способность переходить через стены. Они вот полудуховные, полу такие создания, понимаете? Но они не всемогущие. Их можно обмануть. Например, есть такой рассказ, когда первый, кто покорил джиннов, считается, значит, Сулейман или Соломон. Тот самый израильский царь, которому дали печать, и он мог покорить, и он мог подчинить джиннов. И однажды джинны ему что-то строили, и он стоял, смотрел, контролировал, говорил. И вот говорят, что сел он, значит, на свой престол перед ними, они работали, продолжали работать, и он вот так сидя и умер. Но джинны не понимали, что он умер. Он сидел, смотрел на них стеклянным взглядом, они продолжали делать свое дело. Они не понимали, что Соломона больше нет в живых. Почему? Потому что, еще раз говорю, что джинны не всемогущие, они не духи. Они полудуховные существа, поэтому их иногда и духами называют, но это так, знаете, условно. И они могут быть обмануты человеком. Только теми людьми, конечно, у которых есть эта возможность, и они знают, как их обмануть. Обычный простой человек этого не сделает. Мысли они не читают, но они очень опытные, и очень мудрые, очень сильные в этом всем. Скажем так, хорошие психологи. Они могут понять, что ты хочешь сделать, следующий твой шаг, предугадать, попасть в точку. Но мысли твои читать не могут. Вот поэтому не думайте, что они постоянно рядом с вами находятся. И они просто так не ходят везде, на самом деле. Должно быть дозволение, разрешение. У тебя должны быть какие-то нарушения, ты должна что-то неправильно сделать, как-то потревожить их, чтобы они имели право или вселиться в тебя, или жить у тебя в доме и так далее. Например, на Востоке нельзя есть в постели ничего, там крошки могут остаться. Джинны любят питаться молекулами еды. Мы ароматами, мы едим физическую еду, они молекулами. То есть энергией еды. И поэтому, если ты оставляешь крохи на постели, они могут прийти, чтобы их, значит, есть, чтобы напитаться этой энергией еды, а тут ты, значит, их стряхнешь и разозлишь их. Нельзя было лить кипяток на пол дома, ну, или нечаянно, или просто плеснуть, потому что дети джиннов могут в это время там играть. Ты их ошпаришь, и за это тебя очень страшно накажут, понимаете? Очень много различных инструкций. И это говорят люди религиозные, закончившие медресе и так далее. Это не сказки какие-то для детей, что, ой, ну ладно вам, ну хватит, ну что вы... Это опыт тысячелетий, люди об этом знали. И невзирая ни на что, они в любом случае помнят, что джиннам приносили, ставили какие-то дары для того, чтобы спокойно пройти. Что по ночам, например, ночью, если кто-то звал возле моста и так далее, нельзя было идти. Это гулы. Это страшные, самые страшные джинны у дорог, которые покровительствовали разбойникам. То есть это может закончиться смертью, безумием и так далее, и так далее. Поэтому откройте сначала, посмотрите джинны, хранители Востока, значит, магия Востока, покорение джиннов и шайтанов и так далее. И у вас вопросов не возникнет. Так, идем дальше. Значит, вопрос. Может ли человек, наделенный силой, только предсказывать будущее, но помощь людям не оказывать? Не иметь к этому способностей? Кто такой оракул и существуют ли оракулы в настоящее время? Оракул – предсказатель или связь
между богами и человеками. Так считалось издревле, это так переводится, так означает. Самый известный оракул – это Дельфийский оракул, храм Аполлона. Там была определенная пещера, куда можно было зайти в определенные дни. Сидела жрица на высоком пьедестале. Из-под земли выходил пар. Некоторые говорят, что это был определенный газ, значит, который вызывал галлюцинации и так далее. Ну, пытаются объяснить. И жрица предсказывала, все, в принципе, сбывалось, как правило. Однажды, насколько я помню, Александр Македонский заставил раньше времени ей зайти туда, и ее нашли там мертвой. Сказали, что Аполлон наказал. Вот Дельфийский оракул – это храм предсказаний, куда приходили за ответом. Вот с тех пор вот это вот понятие оракул осталось как способ предсказания, как люди, которые, глашатые, знаете, так, те, кому дано, кому открывается тайна. Дальше. Например, слово «гадать», многие не знают, что такое «гадать». Древнеримская богиня предсказания Гада, которая открывала тайны, к ней обращались, и оттуда это название. То есть прийти к Гаде, гадать. Ну, потом, конечно, уже по-другому, как бы это все начали использовать это слово. Теперь следующая часть вопроса. Может ли человек, наделенный силой, только предсказывать будущее? Такое бывает, если они не хотят дальше этого пойти. Объясню почему. Устают от людей, от их неблагодарности. Они и говорят: я только предскажу, дальше как хочешь, так и делай. И не буду, у меня уже возраст и так далее. Так, например, поступала Ванга последние годы своей жизни. Мало кто знает, что на самом деле Ванга не только была предсказательницей, она знала очень много всякого, и рецептами делилась, и в какое время, какой месяц, что нужно будет говорить, что куда отнести и так далее. Она помогала изначально, но потом она просто начала только предсказывать и более ничего. Не захотела дальше продолжать. Вот, видимо, устала от людей. Когда она умирала, она сама не хотела, чтобы ей продлевали жизнь. Она хотела уйти. Она просто устала. Показывали, как ее просто сделали такой достопримечательностью, знаете. Возили на какие-то мероприятия. Она, бедная старая женщина, еле держалась на ногах. Люди вот ее как сказать, как декорацию везли куда-то. Отвратительное было зрелище. И когда пришло время, она сказала, что она не хотела бы больше жить, устала от людей, от жизни, от всего. И ушла. Собственно, да, как обычно бывает. Так что только ли предсказывать? Нет. Предсказание, помощь, как правило, общение с мертвыми, видение и прочее, все это идет рука об руку. Понимаете? Не бывает одно. Все вместе. Нострадамус тоже был не только предсказатель. Нострадамус, между прочим, обладал определенными знахарскими навыками. И той же самой Екатерине Медичи помог зачать и родить много детей. Только после знакомства с ним она родила детей. Он там что-то сделал, что-то дал, какие-то травы, заклинания и так далее. И, собственно, поэтому Том Медичи покровительствовал таким людям, спасая от костров Инквизиции
Потому что знали, что это люди, которые обладают определенными знаниями, неповторимыми знаниями. И дальше. Существуют ли оракулы в настоящее время? Ну, вот это я даю решать зрителю. Как вы думаете, есть оракулы в наше время, которые могут предсказывать точно? Вот сами решайте, существуют ли они в наше время или нет. Дальше. Можно ли сочетать проведение ежедневных заговоров, обращение к силам, дней недели, к духу-хранителю, ежедневное обращение к фортуне с проведением ритуалов другого направления, например, чисток, заговоров на защиту и так далее? Нужно делить. Нужно понимать, что чистки, они требуют определенной энергии, защиты другой энергии, ритуалы денежные третьей энергии, вызов защитника и так далее. Вот смотрите, защита человеку нужна каждодневно, ну, то есть всегда. Имеется в виду, что если вот сейчас надо себя защитить, что-то начитать, не надо ждать определенный день. Берете и читайте духу-хранителю. Это заговоры, защитные заговоры. Они нужны каждый день, их можно читать всегда, когда вот есть такая необходимость. Но если вы именно защитный ритуал хотите сделать, сначала сделайте чистку несколько дней. В те дни, когда вы делаете чистку, не читайте на удачу и так далее, потому что это совершенно разные энергии. Просто не получится или чистка, или ритуал удачи. И, значит, несколько дней чистку сделать, например, 3 дня. 3 дня защиту, начитывать разные ритуалы, а потом уже делать ритуалы на удачу, на деньги. Удачу, деньги и так далее чаще делайте. Начитывайте, делайте ритуалы и так далее. Ну, то есть по-разному. И потом вот, если чувствуете, что есть какое-то желание делать чистки, значит, делайте чистки. Если вам нужна защита, читайте защиту. Но лучше не перемешивать эти энергии. Вот и все. Так, дальше. В древности многих знатных людей не сжигали, а хоронили в саркофагах. Кто из ведьм и колдунов мог воспользоваться местом захоронения как местом силы? Есть ли свидетельства ритуальной кладбищенской магии до принятия христианства? Нету. Невозможно было воспользоваться. Во-первых, если бы их там застали, могли бы очень жестоко расправиться как расхитителями могил. Во-вторых, более древние колдовские направления, они с могилами не связаны. Они связаны с гиблыми местами, если нужно было что-то сделать, навести, например, с перекрестками, ну и прочие капища черных богов были, где можно было навести порчу и попросить что-то плохое для врага. Кладбищ не было. Кладбища были очень редко, не у всех народов. И это, ну, понимаете, это была совершенно другая культура. Это не было место смерти, это не было место, где мертвая земля, как сейчас, сейчас кладбище имеется в виду. Вот, например, соборное колдовство, там русское чернокнижие и прочее, они возникли с началом христианства, они взаимосвязаны. Без христианства они никто. Они взаимосвязаны. Колдовать в церкви, вот если бы церкви не было, значит, и этой направленности не было, ну, вот соборное имеется в виду. Веретничество от слова еретик, то есть те, которые отрицали. Это бунтарство, то есть назло сделать не так, как надо и так далее, не как требует религия. Это в основном это возникло на севере, когда северных народов насильно крестили в христианство. Они как сопротивление, знак сопротивления, в общем, крушили святыни христианские и прочее. Но потом, когда века прошли, и уже никто никого не заставляет, по крайней мере, официально, то вот абсолютно отпал какой-то смысл это все делать.
И можно сказать, что поскольку смысл отпал и мало это делается, это значит, что веретничество, оно отчасти утратило силу. И больше он как символически остался, чем на самом деле существует. Мне, например, очень смешно, когда я читаю вот эти новоделы: «Бес, я тебе поклонюсь», там, не знаю, икону принесу. А зачем бесу икона нужна? Какой смысл? Что если икону оставишь на перекрестке, от этого тебе бесы там что-то дадут? Ерунда это все на самом деле. Все перемешали в одну кучу, чтобы было пострашнее. Это времена 90-х, когда особая такая мода пошла на все эти черные обряды и так далее, которые совсем не черные и совсем не обряды. И вот я считаю, что веретничество, вот соборное колдовство еще более-менее сохранилось, потому что кладбище, там в церкви что-то начитывают, глядя на церковь начитывают, и вот такие вот. Они более-менее как-то сохранились. А все остальное, и кладбищенская магия, по сути, возникла именно с началом христианства. Поэтому, если, например, вызывать мертвых, это делалось на перекрестке, это делалось в лесу, это делалось дома, это другое. Это некромагия больше, а не кладбищенская. Но потом, если так перемешать, конечно, появились уже определенные правила обращения. Это уже надо учесть, что появились кладбища, появились и стражники этих кладбищ, которые стерегут покой мертвых и прочее. Но, по сути, говорю, они взаимосвязаны. Вот нет религии, нету этой части магии. Все. Они не настолько древние, не настолько сильные, как некоторым пытаются там некоторые представить. Это, да, от силы магия. Какая-то ветвь магии, не очень, возникшая, собственно, можно сказать, лет, больше 1500 и так далее. Да, старинная, но основная магия, вот та самая магия, которая природная магия, магия духов, магия, обращение к богам и так далее, оно более древнее, миллионы лет вот той части магии, изначально самой древней, понимаете? Поэтому не колдовали. Эти места считались вот мавзолеями. Понимаете, стояла там пирамида, и внутри это было место такое, святыня, неприкасаемые, там все время факелы горели, все время стражники стояли. Это не кладбище было. Это место хранения тела фараона. Почему хранили, почему мумифицировали? Потому что они знали, что пока у человека, останки остаются здесь, вот что-то, напоминающее человека здесь есть, то его душа привязана. Они хотели подольше своего фараона оставить на земле, чтобы он помогал своему народу, и так не отпускали душу. Понимаете? А вот, например, славянские народы, они жгли, и на Кавказе предавали огню, сразу освобождали тело. От тела ничего не осталось, душа ушла, все. Это самое правильное, и мы к этому, между прочим, возвращаемся, к кремации. Потому что, во-первых, уже хоронить некуда, негде, а это самый экологичный вариант. И даже в некоторых странах из праха покойного делают бриллиант, то есть кристалл определенный, или кольцо делают. Я вообще против таких вещей, конечно. Это не нужно. Отпустите его. Не надо никакой привязки с ним постоянно и вечно. Это глупо. Но делают. Уже как-то рассматривают это более, так, знаете, более практично. Что человека нет, что там тело храните, что там в этом теле. А потом каждые 10 лет, что ли, имеют право на этом покойном еще кого-то похоронить, если родственники, скажем, не ухаживают за могилой, не приходят. Все это снимается, убирается, эта память человека, и сверху кого-то хоронят, понимаете? В некоторых безумных культурах вообще вытаскивают и каждый год чистят, моют их кости, отделяют. Ой, это ужасные вещи, конечно. В Испании в основном и такое есть. Я думаю, что это вообще издевка над мертвыми телами. Вытаскивать, снимать.
сверху прыгают для того, чтобы разломить, значит, кости, чтобы их отдельно разложить. Это какой-то ужас происходит, если честно. Отсюда и название «кости промывают», понимаете? Каждый раз, когда моют кости, вспоминают о хороших делах покойного. Кощунственно это святотатство, я думаю, это мерзкая вещь. Но вот без конца и края этого покойного вытаскивают, моют обратно. Ну, как вы считаете, это нормально? Нет. Поэтому я считаю, что не надо тревожить его душу, тянуть сюда постоянно. И кремация – это самый лучший вариант. Но не все, конечно, это хотят, потому что хотят прийти, прощаться, знать, где он есть. Могу понять таких людей, не осуждаю. У нас уже в голове это засело за 2000 лет, и никуда не вытравишь так быстро и легко. Но я за то, чтобы не лежать и не гнить рядом с покойными. Не хочу. Когда меня не станет, конечно, отдать огню. Кремировать – это даже не обсуждается. И развеять все. Не нужно мне привязывать свое потомство к своей могиле. Тем более, что я знаю, всякие сумасшедшие больные будут туда ходить, просить силу у меня, оставлять какие-то предметы, как это делают. Ну, я себя не сравниваю, конечно, но Мария Лаво, вот к ней тоже, и она все время снится своим этим ученицам и просит прийти и убрать у себя на могиле, злиться, что там что-то оставляют. Вы прекрасно знаете таких сумасшедших больных, которые будут ходить, вместо паломничества сделают, вот силой делись, вот помоги, нафиг, они мне интересны. Я хочу присоединиться к природе, откуда я и пришла, собственно. Уйти туда, откуда пришла, в прах, в это пространство, в мироздание. Уйти. Нет меня, все. Я в реке. Ищите меня там. Дальше. Бытует мнение, что самые сильные ведьмы работают только на природе или на кладбище, а у алтаря нельзя провести сложную, требующую особого мастерства работу. Так ли это? Ну, значит, если нужно присоединиться к миру мертвых, не обязательно на кладбище идти. Начнем с этого. Если ведьма сильная, она призовет душу, сидя напротив алтаря, в тишине, в спокойствии, когда никто не мешает. Далее. На природе. Можно и на природе колдовать, а природа везде. Окно открой, вон природа. Возле форточки стой, шепчи, глядя в темноту. Вот природа. Ты говоришь с природой, с мирозданием, с миром. Дальше, что еще там? А зачем все время шастать на кладбище и нацеплять всяких сущностей к людям? Есть более безопасные методы снимать у них с глаз и так далее, и так далее. Фантомами работают люди, например. Вот. Вы знаете, день и ночь тревожить покой мертвых для того, чтобы делать себе рекламу, показывая, какие мы крутые, я думаю, это очень чревато. Я знала таких людей, которые просто обезумели. Вот просто вот муж с женой были такие. Ходили на кладбище после моих работ, начали фотографироваться на кладбище, ходили постоянно все время в кладбище, они прям тронулись на этом. И он умер, спился, у нее отрезали ногу сначала, что-то у нее началось диабет или что. Ну, потом следом она ушла, недолго жила. Много знаю таких, и вот этих битванутых, которые вели всех на кладбище с собой. И кто-то на кладбище посвящал своих учеников. Дело тюрьмой закончилось. Ничего хорошего. Постоянно тревожа, значит, покой ушедших для своей рекламы. И это очень чревато и в конце концов плохо заканчивается. Поэтому я бы не советовала вот так вот все время тревожить память и как бы и покой покойников. Оставьте их в покое. Алтари для того и существуют. Люди, когда приходили в древние времена к ведьмам, они что, на кладбище шли? Они дома заговаривали, снимали с них смерть, снимали с них болезни, снимали с них бесплодие, снимали с глаз, помогали их близким и родным и так далее, и так далее.
Какая необходимость постоянно шастать туда? Никакой. Ну, когда нечего показывать, просто ходите, кладбище показывают. Вот я вот только что вот колдовала, я вот только что здесь вот там великие дела сделал. Или сидеть там фотографии человека, просто делать вид там, чем-то там бить по фотографии. Вот она вот колдует, какая она сильная, слов нету. Ну, такую клоунаду мы видели много раз, но дело в том, что по плодам их и узнаете их. Дело не в том, сколько раз ты на кладбище пойдешь, а в том, какая молва о тебе идет, что говорят люди о тебе, о твоей работе, насколько благодарны, насколько реальны эти люди, понимаете, существующие. Не только же показать, что я вот на кладбище сижу, и что дальше? Можно ли дожидаться, пока догорят свечи от проведенного ритуала, прочитать еще какой-нибудь заговор, например, стоя посреди комнаты? Нет, не стоит. Лучше один ритуал до конца довершить. И лучше, если это сильный ритуал, в этот день больше ничего не делать, чтобы оно начало работать. Не надо. Нельзя прерывать эту энергию. Пока один ритуал заканчивается, нельзя ничего туда впихивать. Правда, что только заговор с рифмой имеет силу? Нет, неправда. Есть очень много заговоров совершенно без рифмы. Рифма, смотря какая, как в этом мы с тобой обнялись, а нам с тобой терери, хорошо. Очень даже это не рифма. Или там пойдет Наталья в прекрасные места, где сахарные уста. Или вот проехал говновоз, денег будет целый воз. Это тоже рифма, но это же не означает, что эти работы обладают какой-то силой. Некоторые подумали, что заговоры это такие детские считалки и начали всякую фигню выставлять. Вот пойду я, не знаю, в те места, где прекрасные уста, где солнце светит мне в ответ. Лучше меня, сильнее нет. Я великая, прекрасная. О, Геката, благодарю. Я тебе платок дарю. Да, можно всякую хрень впихнуть. И вот вроде бы рифма. Не в рифме дело, а в том, насколько это правильно составлено. И там еще слова-ключи есть, которые срабатывают. Независимо от того, веришь ты в это, не веришь, сила есть, нету. Ты просто берешь, начитываешь, и она работает. Не от рифмы. Например, заговоры кавказских аза вообще без рифмы. Значит, африканские заговоры без рифмы могут быть. Ну, разные есть. Что еще? Много еще чего. Не в рифме дело. Рифма, если... Смотрите... какой-нибудь сейчас вот пытаюсь какой-нибудь привести заговор, как мертвые лежат, свои гробы сторожат, или там вы мертвые лежите, гробы сторожите, как вы руку не поднимете, так не поднимет руку такой-то, такой-то. Как вы не встанете, домой не пойдете, так моя порча не встанет, обратно за мною не придет. Как правда то, что вас привели, отпели, оставили навеки, так и я привела, отпела и навеки оставила свою порчу. Где там рифма? Но оно же получается и очень даже сильно. Поэтому нет, не от рифмы зависит. Это не стихотворение, это не урок русского языка и литературы. Можно ли применять в быту посуду, которая используется для подношения во время ритуалов или в которой оставляются дары силам, духам и богам? Желательно нет. Желательно, чтобы это была отдельная посуда и не пользовалась. Но если вы использовали, никто вас особо не накажет за это, но желательно, чтобы для этих работ была совершенно отдельная выделенная посуда. Именно для этого. Иногда, смотря на циферблат электронных часов, например, в телефоне, начинаешь постоянно встречать симметричные красивые номера, такие как 1111, 1212. Имеет ли это какой-то смысл? Да, если все время заставаете вот эти цифры. Или часы дома остановились внезапно. Все, какое-то время пошло другое. Вот то время... какой-то отрезок жизни остановился,
начинается другая жизнь. Вот, предположим, люди вот в преддверии прям расставания, потом раз и часы остановились, они расстаются. Закончилось. Вот один этап закончился, начался другой. Если люди все время видят одинаковые часы, это говорит о том, что в их жизни скоро наступит очень важный момент. Хороший или плохой, не могу утверждать. Но очень важный момент, который все перевернет вверх ногами. Так и происходит. Время пришло, вам говорят. Время пришло. То есть именно вот эти цифры, чтобы вы сосредотачивались. Но если такое видите, желательно сказать, принеси удачу, чтобы хоть как-то эту энергию, скажем так, разрядить. Так, дальше. В каких случаях оправдана порча? Можно ли заказать у ведьмы порчу, если тебе нанесли обиду, например, бросил мужчина, от которого ты беременна? Делать порчу мужчине, от которого ты беременна, конечно, много мозгов не надо. Почему? Потому что ты вредишь ему, следовательно, своему ребенку. По крови пойдет твоему ребенку, которого ты носишь под сердцем. Еще и не родился этот ребенок, а ты уже на его отца сделала порчу. Молодец. Это раз. Ни одна знающая ведьма, если она на самом деле ведьма, такой херней заниматься не будет. Дальше. Порча. Люди, которые делают акцент на порчу и приворот, это, как правило, аферисты. Почему? Объясню. Это самый ходовой товар. Обязательно есть мелочные чмошные душонки, которые захотят отомстить и сделают порчу. Обязательно найдутся бабы-писькострадалицы, которые будут делать привороты. И у них клиентов всегда будет море. Результата не будет ни в чем, но этих людей будет много. Почему не будет лишних разговоров после? Потому что никто не будет признаваться, что я, да, делала порчу моей там свекрови, да, например. Ну, не скажешь же, не дура. Ну, не получилось, ну, так получилось, все. Поняла, что ее обули и пошла дальше. И никто не скажет, да, я привораживала своего начальника. Кто захочет на весь мир это сказать? Ну, не получилось, ну, извините. Все, и до свидания, понимаете? Поэтому, как правило, мошенники именно эти два поприща берут. Значит, порчи и привороты. Потому что знают, что много обиженных людей, которые с радостью захотят портить другому жизнь. И много таких тронутых баб на мужиках. Во-первых, порча. Откуда мы знаем, почему он бросил ее беременную? Или бросил ли вообще? Может, она влезла под женатого мужика или под мужика, который уже собирается на другой жениться. И есть такие женщины, тоже пользуются моментом, а мужики думают тем, что между ног. Мы это знаем. И поэтому они вот она нафантазировала себе любовь, семью, счастье, а он совсем и не думал об этом. Вот она нас забеременела, и он сказал, ничего не знаю. Да, подлый поступок, но думай, а может быть, ты сама виновата, а может, не надо было. А может, раз уж так получилось, роди своего ребенка, забудь про него. Или не роди, если не хочешь. Но пойти делать порчу – самая большая тупость. А если женщина, которая рядом с ним почувствует, поймет и снимет эту порчу через кого-то, а если мать снимет, что дальше будешь делать? По башке как стуканет. И кто тебе сказал, что ты имеешь право наказывать мужчину за то, что он на тебе не женился? Почему он должен на тебе жениться? Если изначально ты понимала, с кем связалась, это же не просто, знаете, на улице они идут, и вдруг вот он решил, что я на тебе не женюсь уже. Это же изначально было видно, с кем ты связываешься. И ты понимала, что навряд ли будет что-то. Но ты сама себе нафантазировала, теперь мужчину за это наказываешь. Следовательно, ты можешь получить очень сильно. Потом, порчу делают в крайних случаях. Вот когда человек прям вот жить не дает, физически и морально и по-всякому угрожает, нет выхода. Надо просто устранить в сторону. Так? Или этот человек такое жуткое дело натворил, не знаю, уничтожил всю твою семью, и ты хочешь его наказать. Это другое. Но тут даже порча не нужна. Тут можно просто попросить вселенской справедливости определенными ритуалами, и он накажется, если он виноват. А вот
делать порчу ведьмы, потому что я беременна, он меня бросил, ушел. Ну, это вообще идиотизм. Я думаю, это сочиняют. Навряд ли такие есть дуры, которые могут пойти и такое сделать во время беременности. То есть в беременности женщине больше думать не о чем, как идти порчи делать. Да, о том, что ребенка родить завтра, обеспечить, что-то сделать. Нет, она порчи идет делать ему. Ну, это чушь, сказки. Ну, если есть такие дуры, ну, не знаю, ну, есть. Конечно, не получится эта порча, это понятное дело, потому что если бы она была ведьма, она бы не взялась в жизни такую порчу делать, отговорила и поговорила, объяснила, что ты знаешь, милая моя, что эта порча обернется и твоему ребенку тоже по крови пойдет. Ты его наказываешь, а под сердцем носишь его кровь. Вот и все. Это раз. Вот, я уже сказала, это очень энергоемкие работы, и люди, которые по заказу делают порчи в день по 50 раз, знаете, это... Но я говорю еще раз, они понятия не имеют, что такое порча. 90%, даже 99% работы ведьм – это созидательный труд. Это чистки, это помощь, это спасение и так далее. И очень малая часть – это порчи, и то по необходимости, если просто надо оградить себя или кого-то, понимаете? А иногда нет необходимости в порчах, достаточно попросить справедливости Вселенной, и там накажут. И ответственности у тебя и не будет. Потом порча – это настолько энергозатратная работа, после порчи долго восстанавливается. И поэтому, когда человек говорит, что делает порчи, после этого идут в кафе, бары, кайфуют, и такие люди говорят о том, что они порчи сделали только что, ну, это такая чушь. Восстановление очень долгое, поэтому всегда избегают порчи. Даже ради себя думают, ну к черту, пускай силы тебя накажут, сейчас порчу делать, потом восстанавливать себя, потом некоторое время не сумеешь работать, потому что сил нету, она прям забирает. И вы представьте, в день прям оптом делают порчи по 50 штук. Понятно, что лохотрон, естественно. Дальше. Если ведьма уверяет, что делать порчу по справедливости, потом родственники наказанного снимут порчу, обратившись к действительно сильному мастеру, то какие могут быть последствия? Никаких хороших последствий не будет у той женщины, которая даже если эту порчу не сделали, просто взяли деньги и сделали вид, что они делают эту порчу, даже за желание и намерение она может расплатиться очень страшно. Поэтому... Говорю еще раз, настоящие ведьмы ради такой херни никогда в жизни никакую порчу не порекомендуют и не возьмутся и не сделают. Придет женщина, вы знаете, я беременна, вот он меня бросил, можно на него порчу заказать? Нет, не можно. Во-первых, может быть, ты сама виновата, может, ты сама решила, что он хочет на тебе жениться и нафантазировала себе то, чего нет. А теперь хочешь человека за это наказать. Во-вторых, ты носишь его ребенка, делая порчу, ты вредишь своему ребенку в том числе, потому что ты просто через этот род придет и к твоему ребенку. Ты готова родить Дауна или там сумасшедшего ребенка, или чтобы он через некоторое время просто из тюрем не вылазил. Хочешь такого ребенка? Ну, делай порчу на его отца. Вот. Но это соображать надо и понимать, понимаете? А потом... Ты беременна, зачем тебе это нужно? Чтобы пошли, сняли эту порчу, и пусть никто не говорит, там такая порча, что никто никогда не снимет. Чушь собачья. Всегда найдутся посильнее мастера, которые снимут, и это будет очень страшно. Вот. Как правило, ведьма делает порчу по личным мотивам. Либо человек ему мешает просто. И самое интересное, она не мстительная, мелкомстительная, несчастная, чтобы ходить озлобленная, всем порчи делать. Нет. Вот когда просто чувствует, что человек, ну, его надо обезвредить, потому что он может навредить, да. Или вот, узнав о несправедливости, может взять и сделать эту порчу, чтобы наказать за подлость. Именно по личным мотивам, но не по заказу ходить делать порчи. Могут, делают, есть такие мастера настоящие, но они очень редко делают и прям метко. А это так шушера болотная на самом деле. Так, есть точка зрения, что приворот может быть очень даже полезен для нерешительного робкого человека.
Обряд, проведенный колдуном, подтолкнет стеснительного и скромного человека на принятие смелых правильных решений в его жизни. Таким образом будет формирована счастливая пара. Может ли такое быть правдой? Нет, конечно. И это самореклама аферистов для того, чтобы созвать по как можно больше дурочек, и которые будут платить за эти привороты. Вот опять это, знаете, безвредный приворот. Опять этот святой киллер. Безвредные привороты, безвредные, они не вредят. Если человек хочет понять, любит этот человек и не любит, решителен, нет, есть огромное количество зазывов. Например, я давал. Вот придет человек, если он откликнется, есть у него какие-то чувства, поговорите и выясните. Нет, значит, забудь про него, этот человек тебя не любит. Все. Зачем ходить, зачем тащить того, во-первых, кто тебя не любит? Зачем жить с мужчиной, который не может принять решение, ты должна что-то начитывать? Зачем себя настолько не уважать, что жить, спать и делить жизнь и постель с человеком, на которого ты что-то начитала, и ты уверена, что если это начитанное пройдет, он тебя бросит. Потом все время поддел нужен, если делают приворот, все время освежить, усилить это нужно. Далее, приворот – это подселенец, который приходит, ты селишь его в душу, в мозг этого мужчины, и он идет к тебе, ты получаешь просто тело. Тело, которое будет пить, бить, гулять, издеваться, ревновать, топором бегать за тобой. Из-за приворота могут родиться больные дети или не рождаться вообще. Любой религиозный обряд, там, венчание и так далее, может снять приворот. И мужик просто в церкви скажет: ты кто вообще, почему я должен на тебе жениться? Жить со страхом, с ужасом, что если приворот пройдет, он меня бросит. Это что за чушь? Зачем это нужно? Какой нормальный человек пойдет это делать для себя? Это идиотки так делают, понимаете? Приворот делают, когда не любят, чтобы отомстить, и более никак. В других случаях приворот – это порча, это уничтожение его. Он алкоголиком станет, он потеряет свои деньги, друзей, всех. И самое страшное, что когда ты делаешь приворот, ты перестаешь его любить. А он начинает к тебе испытывать жуткую страсть, ревность. Он становится безумным. Вот смотрите, ты получаешь его тело, он тебя не любит. Насильно невозможно создать любовь. Нереально это. Против любви не попрешь. Это космическая сила, энергия, которая дается извне. Если человек не любит, что значит нерешительный? Если человек любит, он против всего мира пойдет. Нет такого понятия. Вот он любит меня, но он нерешительный. Если он нерешительный, значит, недостаточно любит тебя, чтобы быть решительным из-за тебя. Понимаете? Вот. И поэтому случается следующее. Для того, чтобы ты заполучила этого мужика, туманит ему мозг, подселяет туда определенную сущность, она и так подселяется туда. И он просто, вот эта сущность в этом теле приходит с тобой жить. Это уже не тот человек, которого ты любила. Он такое с тобой сделает, что ты просто сойдешь с ума, не сможешь от него избавиться никак. До смертоубийства доходит, до ужасов доходит, понимаете? Если действительно кто-то умеет делать приворот, тоже большой вопрос. Могут сказать, могу сделать, и ни хрена не сделают, но выводят вот это вот лживое, вот это вот, знаете, вот утверждение, что приворот это всего лишь просто дает силу мужчине, дает ему, ну вот если он нерешительный, просто помогает. Приворот это уничтожение мужчины. Это уничтожение его абсолютно. Это порча, которую ты наносишь этому человеку. Он может и умереть. Я знала таких дур, которые по рекомендации вот таких вот магуев ходили по кладбищам, 40 могил, что-то начитывали. И что вы думаете, через неделю этот парень разбился, умер. Все. Так что это фигня, конечно. Приворот – это порча. И более ничего. И даже говорить не о чем. Здесь даже разговаривать не о чем. Приворот – это порча. Точка. Все. Идешь делать приворот мужчине, получишь дебила, алкаша, пьяницу конченого, от которого все отвернутся, и который тебя просто будет бить, уничтожать и не уйдет никуда. Хочешь такого? Пожалуйста, иди делай приворот. Дальше. Почему сильно опытная ведьма отказывается делать порчи и привороты? Она же может и знает как. Да, может и знает как.
Просто на то она и сильная, и мудрая, чтобы понимать, что порчу делать просто так, это чревато. Зачем? Зачем мстить человеку? Пошли его на 3 буквы. То, что он тебя лишился, это уже говорит о том, что, ну, все, он тебя потерял, и, собственно, это и есть его наказание. Все, забудь о нем. Ты будешь счастлива, это и самая лучшая месть. Зачем идти кому-то делать, еще деньги платить за это? Вот нахрен он нужен? Мало того, он тебе сломал жизнь, ты еще и деньги будешь платить за него. Неизвестно, чем это закончится. Поэтому сильная ведьма, если она ведьма и настоящая, она просто говорит: живи своей жизнью, детка. Не надо это дерьмо. Зачем ты будешь думать о нем, мстить, смотреть, вот ему плохо стало или не стало? Забудь этого человека, забудь. Он и так сделал тебе больно, забудь, вычеркни. Не корми его дальше своей энергией, силой, эмоциями и болью. Все. А привороты не будет делать, потому что прекрасно понимает, чем это чревато. Что счастье это не принесет, и что просто она сделает несчастными 2 людей. Может быть, и он хочет с другой женщиной жить. Почему ты считаешь, что имеешь право тащить этого мужчину к себе, приклеивать к себе и сказать: вот он должен быть мой? Зачем ломать судьбу молодому мужчине? Может, не любит тебя, извини меня, он не обязан тебя любить, не любит. Отпусти человека, все, и живи своей жизнью. Вот и все. Не будет она делать это. Конечно, не будет. Дальше. И вот еще один последний вопрос. Как становились аристократами? Было ли у этих династий какое-то предназначение с точки зрения магии? Возможно, чего-то покровительства? Конечно, да. Для того, чтобы подняться в этой жизни, занимать какую-то нищу и быть выше других, недостаточно просто хотеть. Это предназначение. Это тебя введут туда и сажают на это место. И говорят: вот ты будешь теперь, значит, руководить. Ты будешь вот всего, что человеку кажется, что он этого добился. Да, если он, значит, вкладывается туда, если он отдает свою энергию, труд и так далее, он заслуживает это место, ему это место дают. Но это не значит, что это он так решил и захотел. Нет, если бы там не хотели, он бы никуда не поднялся и ничего бы не добился. Вот он должен был добиться, то есть добивается этого, что-то отдавая, вот он заслужил это право, и его, значит, туда. Аристократы, как правило, это воины. Воины, которые, ну, если так на языке историческом сказать, это люди, которые получали определенные земельные участки и привилегии благодаря своей службе. Вот, значит, была часть, такая благородная часть аристократов, были аристократы новые. В основном дворянство и аристократия формировалась вследствие того, что люди получали за свои заслуги перед Отечеством, перед монархом. Например, вот если взять, например, Екатерининский период, да, многие, кто Ушаков был из простой семьи, кто у нас Ломоносов был из крестьянской семьи, сын рыбака, еще кто-то там и так далее. Но они стали аристократами, им дали титулы, им дали, значит, они заслужили, кто-то своей воинской службой, кто-то своими научными трудами, это заслужили. Это были аристократы, то есть новое поколение благородных, которые получили свой вот этот титул благородства благодаря служению, верному служению своему монарху. Это люди, которые пришли туда. Им, да, у них было некое предназначение. Но в основном это разных каст. Кто-то мог быть из касты воинов, кто-то мог быть уже давно от разоренных, скажем, благородных кровей, но давно уже лишенный земель, имущества. Но вот снова приобрел и вошел в это вот, значит, круг аристократов. Но были более родовитые князья, вот, которые ввели свою родословную из очень древних династий. Естественно, на уровне генетическом, когда из поколения в поколение, когда сотни лет, тысячи лет в семье есть определенные традиции, подчиняются определенным законам, когда есть такой естественный отбор, когда берут только своих, да, замуж и выдают за своих и так далее, генетику сохраняя свою.
То есть они берут из касты воинов, они выходят за касту воинов и прочее. Естественно, что вот формируется определенное вот, как бы сказать, энергетическое поле, где развивается вот это вот династический, вот это вот, как вам сказать, вот эта вот энергия, понятие, наследие и все прочее. Естественно, это очень сильно влияет. Это влияет и на внешний вид. Если это браки между близкими родственниками, вы знаете, Габсбургов, чем это закончилось, да, это начинается уже генетические сбои и болезни, и гемофилия, чего только там нет. Если это браки между своими, но и своего круга, то тогда, конечно, сохраняется и красота рода, и благородство, и вот как бы очищается, фильтруется, отсекается ненужное, и идет вот одна линия аристократии. Потом они подчиняются определенным силам, которые они могут назвать это законы, это могут назвать какие-то закон чести, там определенные законы своего круга, и они могут назвать как угодно, но на самом деле над каждой династией, конечно, есть свои покровители силы, которым они подчиняются, и переступать нельзя. Вот как это вот кастовый метод. Не переступай касту, оставайся среди своих, тогда у тебя будет совершенно, ну, похожая жизнь на твоих предков. И у твоих детей в том числе такая же жизнь, как у тебя была. То есть признание, сила, родовитость и так далее, и так далее. Конечно, это очень сильно влияет и на психику, и на личность, и на как бы поведение людей, потому что они варятся в этом котле тысячелетиями. Они знают своих предков, вот предки таких-то воевали там-то, они были там воины, военачальники. Понятное дело, что и услышав, и будучи воспитанной на этих воспоминаниях, знаниях, разговорах, беседах и так далее, видя вот эти все регалии своих предков, зная, что вот здесь, вот эта местность, это поместье уже тысячелетиями передается, да, от твоих предков тебе, и вот идет вот некое вот это силовое поле именно твоего рода здесь находится, родовое гнездо и так далее. Это все вот внутри, конечно, формирует такой вот энергетический кокон, где развивается человек. Это очень сильно влияет на него. И уже характер, и уже генетически, как бы сказать, подстраивается под свой род, под свое вот это вот продолжение. Там уже генетически, на генетическом уровне, на подсознательном уровне это все идет. Наша генетика подстраивается под нас со временем. И черты лица, и черты характера, и, значит, профессию выбираем похожую на своих предков. Мы продолжаем их дело. Я не помню, как я назвала этот видеоролик, но где я сказала, что мы продолжаем дело наших предков. Вот, например, мой дед писал там какие-то у него тетради такие толстые, в которых он философствовал, размышлял о смысле жизни, о Боге, о том, как Вселенная устроена, что, как. Он не успел стать известным человеком, но его тематику я продолжила. Значит, у меня вот эта мысль, я дошла до того, что я поняла вот это вот строение Вселенной, и свою версию озвучила, что очень логично, да, отозвалось у людей. Это не совсем мое, это моего деда. На генетическом уровне я продолжила это. Или, например, я знала людей, у которых предки вели там адвокатскую деятельность, да, но революция прорвала это все. А потом, не зная даже своих предков, он становится юристом, очень известным, потом ведет адвокатскую деятельность и так далее. И вот, копаясь в архивах, узнают, что все его предки были адвокатами, юристами и прочее, понимаете? Знала семью, где дети были музыканты, играли на свадьбах, потом начали концерты давать. И вот как-то случайно они узнали, что их предки по линии отца, значит, были музыканты.
были, там писали песни, там народные певцы были, понимаете, они даже не зная этого, продолжили генетически, на генетическом уровне. Она подстраивается под нас, наша генетика. Очень многое меняется со временем. Ну, под нас это все. И мы уже на подсознательном уровне можем выбрать те профессии, которые предпочитали наши предки. Так что это имеет большое значение. Родовитость, оно, конечно, играет огромную роль. Чем древнее род, тем сильнее эти традиции, обычаи, эти все рамки, через которые не переступали. Следовательно, вот течет эта вода по одной, знаете, по одному каналу. И дальше не идет никуда. И вот именно потомки становятся похожи на предков, подсознательно выбирая их профессию. Ну, на сегодня все. Я продолжу, конечно, эту тематику. Но пока что вот все вопросы озвучила, чем я очень довольна. А вы прослушайте, переварите, и, я думаю, многое узнаете из этой лекции в том числе. Всем удачи!